Здравствуйте, дорогие зрители и любители интересных, захватывающих и, надо сказать, во-первых, стримов по новым играм и супер динамичных геймплейных моментов. Сегодня этого ни хрена не будет, потому что сегодня мы возвращаемся к классике. У нас снова бесконечное путешествие, и это уже, по-моему, стрим номер 4. Вот. Поскольку, да, опять же, немного, пока еще непривычный формат, это стрим среди недели. Я уставший, вы тоже, наверное, устали. Я надеюсь, что не настолько, чтобы не посидеть со мной некоторое количество времени. Я надеюсь, что все будет интересно. Вот. Я, честно говоря, очень хотел поспать сегодня. Я даже полежал где-то около 100 рублей! 100! Четвертый стрим бесконечности. И Маяк бесконечности прислал 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Четвертый стрим бесконечности. Вот. Спасибо большое. Борис, добрый вечер. Дядя Вить, привет. Юль, привет. Вот. Дядя Витя даже пораньше пришел. Вот. Вообще молодец. Пришел пораньше. Да, в общем, сегодня продолжим. Я, поскольку не то, что вырубаюсь, да, скажем так, чтобы не заснуть, я тут кофе заварил. Сейчас я его налью, и мы вернемся, собственно, к стриму. Прям подождите. Так. Хорошо, что полежал, а не полезал. Ну, смотря что бы я лизал. Возможно, был вариант. Подставьте разные варианты. Если можно что-то было полизать и, соответственно, от этого весьма-весьма стать более бодрым, чем я есть сейчас. Вот. Но, опять же, мы не одобряем здесь различные наркотики. Вот. Такие пироги. Так. Дай бог памяти, где же я закончил в прошлый раз. По-моему, в прошлый раз я приперся в гараж, с этим чуваком побазарил, и, собственно, на этом у нас все и закончилось. Вот, давайте мы, наверное, к этому и вернемся. Правильно. Так. Я надеюсь, все посмотрели обзор на Серого Человека. Я надеюсь, вас не смутило, что мы, ну, скажем так, в последних обзорах у меня продолжительность этих роликов стала там длиться типа 3-4 минуты. Надеюсь, вас это не смущает. Ну, потому что вот так. Потому что так. Так. Оп. 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 Ну вот. Тут опять чудеса запусков. Я не поглядел пока. Ну ничего, дядя Вить. Для этого, как говорил Квентин Тарантино, для этого Бог изобрел видео. Так. Так, да, вернулись мы в гараж. И как этого чувака зовут? Бурнс. Мистер Бурнс. Да. Вот. Короче, я так понял, что ему надо принести антигравитационное устройство. Тогда он нам запилит нужные документы, чтобы мы могли попасть куда? Правильно, в авангард.
Вот и все. Вот и все, так сказать, дела. Так. Прочитаем на всякий случай. Что же у нас здесь? Так, читаем с выражением. Бёрнс Флиппер, невероятно, скажем так, эксцентричный типчик и невероятно мерзкий, настоящий ублюдок, грубиян и просто скотина. Но, впрочем, довольно дружелюбен и, без сомнения, интересен. Некоторые люди назвали бы его загадочным человеком, но только не я. Я таких умных словей и знать-то не знаю. Флиппер помог мне расшифровать данные в кристаллическом кубе, который я нашла в архиве. Церковь Вольтек связана с МГК. Прошу прощения, если неправильно прочитал. А их штаб-квартира находится на Грендель-авеню. Такую плебейку, как я, ни за что туда не пустят без пропуска, и получить его в ближайшую пару сотен лет мне тоже не светит. Флиппер сказал, что может достать поддельный пропуск, но за это я должна найти ему новый антиграф для сидения. А ведь где-то я такую штуку сегодня видела. Вот. Завтра большая зеленая женщина. О, да, новый Шрек, Зили Баба. Это мы ждем, это мы ожидаем. Так. И чё, правильно, нам надо идти куда-то, правильно? Да. Ну, как говорил классик, хотите, идите поверху, хотите, идите снизу, типа, вам решать, сами решайте. Короче говоря, сами решайте, смотреть вам серого человека или нет. Вот. Но вы учтите, там Анна Дарма снимается. Да, такие пироги. Вот такая херня, малята. Не, неправильно приехал. Я не настолько лесбиянка, не мой уровень. Ну, то есть есть все-таки некая градация, да? Настолько, не настолько. А, вот правильно, теперь правильно. Ну, можно посмотреть без серого человека. В принципе, да. Тем более, что там, через месяц выходит Монро. Монро, блондинка. Это мы ждем. В Бонде она круче вообще, да. It's an AG control unit. Да, мы не заберем его? Не I дать? can't pass through the fence without setting off the alarm, or worse, getting fried by that military-grade laser. It's a high-voltage laser perimeter fence. То есть надо как-то отключить. Move along. Nothing to see. Keep it moving, ma'am. Damn. Dust. Would you like a cold soda, officer, to wash away the dust? Much obliged, ma'am. Как я догадался сразу. Хи-хи-хи-хи. От пыли.
Damn it! I have to get to the service office before my suit short circuits. I feel so bad. And I love it. Как отключить-то эту хрень? It's a high voltage laser perimeter fence. I can't pass through the fence without setting off the alarm, or worse, getting fried by that military-grade laser. I saw this on an episode of MacGyver 2200. Ну, это не только в скале было, это еще и было во втором Петьке, если что. Так, это мы берем. А это, я помню, как этот, в сериале «Клиника». А там это тоже была газировка, которая там... А, надо отвинтить. Там газировка была тоже, которая, типа, говорит, я, говорит, выпью газировки, а она там на приборной панели машины лежала. Он говорит, чувак, она здесь 2 недели уже ездит. Нет, ничего, есть специальный способ. Говорит, такой, 3 щелчка, 3 щелчка. Такой, 1, 2, 3, такой, пуф, и все. Залили. Так. Все? Ничего больше не берем. The shipyard's been closed down, but all the machines are still there. It's a wonder nobody's bothered to dismantle it to prevent accidents. Так, у нас сейчас что, стрим не отвалился совершенно случайно? Мне прям сейчас на 10 секунд показали, что у нас эта скорость упала. Сейчас ничего? Нормально? Уиу. Ниу. Ниу. Идет. Ну все, ладно, надеюсь, это потом в записи догонится. Спасибо за понимание. Это восстание машин. Тут я ничего не знаю. Skynet. Вот. Нет будущего другого, кроме того, что мы сами делаем. Так, ну что? Принесли. Чувак. А чувак? Слышь? Вот сюда. Hey, Burns? I'll be right up.
Is this what you need? Whoa, heavy duty. That baby's worth just enough for me to get you top of the line all access ID, babe. Yeah. Hey, with this, I might even be able to zoom on out of here once in a while. Excellent. So how soon can you have the ID ready? A couple of days. Couple of days? I need it now. Oh, no. Ain't gonna happen. Shit takes time, you know? Shit takes time. Tomorrow night at the earliest. Can't promise anything, though, but I'll certainly try for the little girl. Hey, Burns? I'll be right up. When will my ID card be ready? Tomorrow night, earliest. Very cyberpunkish. Я бы сказал, стимпанкиш, скорее. Very cyberpunkish. Very cyberpunkish. Так, ну а что мы можем пока сделать, пока это? Поспать пойти? Гаджет, привет. А где вообще Кортес-то остался? Там, возле кинотеатра, небось? Главное, чтобы не посадки на грядках. Да нет, посадки у нас на грядках уже посадки не такие страшные. Как, собственно, прошлый стрим показал, в общем-то, практически все пережили какие-то, это самое, земледельческое плантационное детство, а некоторые до сих пор живут в таком режиме. Поэтому, я думаю, ничего такого страшного нету в этом. Вот. Так, доки Ньюпорта. Нет, не сюда, не сюда, не сюда, сюда. А куда же я тогда ходил? Это, блин, кинотеатр? Или не кинотеатр? Тоже не... Блин, а куда? Что-то я потерялся, по-моему. Может, эта локация пропала? Ну, давайте домой тогда. Что хрен тут делать-то еще? Мы еще не будем рисовать? Ну, порисуй. Атмосферные игрули. Бегущего по лезвию. Атмосфера напоминает. Да, наверное. Только я, правда, бегущего по лезвию видел. Ну, кроме фильмов,
Игру я видел только как, собственно, Борис в нее играл, а я нет, не играл. Вот, так что да, эти посадки на грядках это не так страшно. Лучше, да, переживать за другие посадки. Когда сажаешь не грядку, а, например, сажаешь печень или сажаешь это самое, сам сажаешься это самое на зону. Ну, это такое, это вот уже такое. Ну, так что посадки на грядках это такое. Not today. Опять не сегодня. Снял бегущую. Нет, но I'll just leave my brush and easel here before нет, I не go. снял, но перевел, озвучил. Ну, я стримы я тоже смотрел один раз. Вот. А фильмы я смотрел, ну, оригинальный фильм я видел на раза 3. Причем там какие-то разные версии были. Вот. Это я так вот помню, что я его, скорее всего, видел еще как-то до всего этого. То есть до там более-менее осознанного такого просмотрового возраста. То есть лет до 15. Я, по-моему, увидел, потому что я когда его начал смотреть уже, так вот полноценно сел смотреть, мне показалось, что я какие-то фрагменты видел. Вот, значит, ну, как бы, наверное. Вот вторую часть я смотрел раза 2, наверное. 3 слабак. Да. Ну, как Башни 2, как там, говорит, что смотрел, говорит, сколько раз смотрел? Ну, Братство 3 раза. Башни 2 раза. Возвращение 5. Возвращение 3 раза. Говорит, 5 раз возвращение. Говорит, куда катится этот мир? Есть только одно возвращение. И не короля, а джедая. Воина звезданутый. Так, о чем мы в итоге-то? В кафе идем? Давайте в кафе сходим. Внимание, вопрос. Что в черном ящике и сколько раз ВХСник смотрел «Бегущего»? Что в черном ящике? Но если ящик квадратный, то очевидно, что в нем, естественно, что-то круглое. А поскольку ящик черный, то оно, скорее всего, не черное, а какое-нибудь яркое, например, оранжевое. То есть в черном ящике что-то оранжевое и круглое. Оранжевое и круглое — это банан. Правильный ответ. ВХСник смотрел 12 раз. Нет, 13. 13 раз, да. Это моя версия. I hate to say it, but I don't have time to talk to Charlie right now. Не хочется говорить. Это твой друг вообще-то. Могла бы побазарить. Fresh bread.
love the food in this place. We have a great kitchen. Бананы огонь. Люблю их нюхать и не есть. Интересно. Блин, значит, я не угадал. Ну, я вот когда выходил «Бегущий по лезвию» 2049, я, по-моему, слушай, так получается, больше раз я смотрел первую эту часть. То есть я точно ее смотрел, я точно смотрел ее 2 раза до выхода «Бегущего по лезвию» 2049. И я аккурат перед этим пересмотрел 3-й раз. И 4-й раз я смотрел, когда ты перевел. Вот. Да, получается больше. Вот. И я помню, я посмотрел. И вот тогда, как бы, ну, потому что я там обзоры делал и все такое, и я как раз-таки, в общем-то, на основании, по-моему, того просмотра и тезисно и делал, ну, так, упоминание в этом, в обзоре 2049 и делал на основании этого. It's the mystery door. Ну, «Назад в будущее» я тоже не посчитаю. «Назад в будущее» я смотрел, блин, наверное, раз 50. И как и «Звездные войны», кстати, да. Ну, классические трилогии, то есть, это да, вот. Что касается просто вот уже вот этих вот всяких там Хан Солов, «Изгой 1», «Пробуждение силы», тут поменьше, конечно, раз. Да, дядя Витя тут готовил нам, подавал бананы, подавал. Вот. Классическую трилогию «Назад в будущее». Нет, я же «Звездные войны». Я же перешел на «Звездные войны». Я же сказал, что я «Звездные войны» смотрел. Не надо меня пытать. Не надо пытать дядю Витю. It's been too hot to sleep with a cover, so I don't. Спать без... Блин, I я... need to make my bed. It's been too hot to sleep with a cover. А я, кстати, не могу без одеяла спать. Ну, точнее, без покрывалки, если честно. Я все время стараюсь чем-то укрыться. Вот. Хотя бы даже простынкой. Нежные пытки. Ну что, мне так слоняться, что ли? Мне вот интересно по поводу двери. Что дверь загадочная, она, скорее всего, как чеховское ружье. То есть, типа, есть, наверное, оно же как-то зачем-то же нужно. Someone's staring at me. Что-то смотрит. Если опять ничего не случится, завтра в 7 Крис меня будет бить в Injustice. Вот так вот. Отомсти за меня, Кристин. Он меня избил в Mortal Kombat. И все это видели. При всех прям.
спать-то ушел. Подняться мы не можем. Борис, животное. Эй, Борис, животное. Я просто Борис. Ну, Street Fighter никто не видел. Ну как нет, ну да, это же было на приватном стриме. И... Ну нет, кто-то видел. Юля, по-моему, смотрела. Да Injustice тоже там же был. А вот что касается Mortal Kombat, это было... это... Просто смотри, это что... То тренировки были, спарринги, а это был прям турнир, и я его проиграл. Я только, правда, не понял, чья победила сторона, в смысле, мы, как бы, ты представлял защитников Земли или воинов внешнего мира? Да, вот, я помню, что там кто-то смотрел же. Так, подождите, а что нам даже, ну давайте в собор сходим, я уж тут вообще. Это будет фиаско. Ну, Борис тренировался зато. Stirring up support for their ideas. And Arcadians, those easily misled sheep, they embrace these ideas because they prophesize change. And change is always attractive to humans. Not only humans. The Vanguard are using a tyrant to force their changes into effect. They say the tyrant have turned to religion, that they have... The tyrant. Those beasts are not much for loyalty, but promise them money and power. The Vanguard are probably ready to offer them half of the Northlands, perhaps even Mercuria itself for their services. And they have certainly wanted to put their filthy claws on that city for as long as I can remember. Yes, it's beginning to look quite bleak. What about the girl? I think she may have seen the light, finally. She does not know even half of what is going on, and if she did, I do not think she would be able to handle it. Better she does not know. Aren't you worried that the fate of the balance in our worlds is in the hands of a child? A simple country girl? Of course. I do my best to help her, as does the mother in her way. Still, April will be on her own soon enough, and then... who knows? After all, she is the one. No one seems to doubt that. The balance knows, and the balance provides. And if the balance believes in this girl, we should as well. Spoken as a man of true faith. But of course, Father, you're not the only one who places his faith in higher powers. Speaking of higher powers, I have to go prepare my sermon for tonight. And what lessons will be taught today? You know the usual. Sacrifice, devotion, faith. The cornerstones of any religion. Even the Vanguard seem to follow these tenets. Sacrifice — это не жертвоприношение. Just as much as we do. Жертвенность, скорее. Good night, Raúl. Que Dios te bendiga. А не жертвоприношение. Так-так. Почитаем дневник. В воскресенье, поздний вечер, я только что подслушал разговор Рауля и Кортеза, и услышанное меня очень напугало. Я ведь совершенно не знаю этих людей, я не знаю, можно ли доверять моим друзьям, а вокруг творятся такие вещи, которых мне, своим умишкам, никогда не понять. Странно, что я так легко приняла все, что мне наговорили, и даже не спросила, какая, собственно, цель у этих людей. Это с моей паранойей. Но теперь я буду осторожнее и не стану доверять, кому попало. Нет, я не думаю, что Кортес хочет меня прирезать или что-нибудь в этом роде. Нет, его цели вполне понятны. Но мне не нравится, что меня держат в неведении, особенно если от меня так много зависит. А раз уж тут такое творится, то, блин, я просто хочу знать, что тут вообще происходит. It's beautiful in here, don't you think? So quiet, so spiritual. See?
I'm no Catholic, but I still like coming here to meditate. To pray if you want. If you're not a Catholic, who do you pray to? To the universe. To the balance. To the rock in this floor and the air around us. To you and to myself. What is that, Как Buddhism? это Квай-Гон Джинн. It's life, señorita. Pure and simple. So, Он же тоже what did you dig up today? Oh, медитировал в nothing. силе. Except for everything you ever wanted to know about the Vanguard and Jacob McAllen. You got the information? You found Warren? He helped you? Eventually. It wasn't easy, but I know where to find McAllen, and I'm working on how to get there. I should be all set by tomorrow. Good news. And just in time, too. Things are not going well out there. What do you mean? The balance is collapsing, and magic is seeping through into this world. Stark is still protected by its strong currents of logic and order, but Arcadia is on the brink of war and utter chaos. Unless we act quickly, Arcadia will fall into disorder, and Stark will follow. Can't we get help? Everyone with the power and will to help is doing so. But you are so much more important than anyone else. You can travel to Arcadia to bring order to chaos, at least until we find the Guardian and return him to his realm. What about the Vanguard? We investigate your lead tomorrow, yes? If we find what we are looking for, if they have the Guardian or know where he is, then we are one step closer to victory. But we still need to find the entrance to his realm. And the situation in Arcadia is not getting any better, not without your help. I don't know anything. What can I do? By just being there, you are helping. You are strong in the balance, April, and your power flows into those you meet and helps them against the tides of chaos. Whatever you do, however you do it, you are helping. I still feel so helpless. I don't understand half of what you tell me, and as for the other half, I can't help being skeptical. Good. Do not trust everyone or everything, and make a stand against that which you do not believe. Just be sure to accept the truth when you find it, and embrace the good in the world. I'll do my best. What are we Как going to do now? шестилетнюю девочку учит чему-то. Tomorrow, we will Никому visit не with верь, но McAllen, верь правде. find what he knows and use it. Then the day after, you will go back to Arcadia. At most, we have a week. But it should be enough. As for today, relax, be with your friends. I don't think I'll ever be able to relax again. We pay a heavy price for our knowledge, yes. But try to enjoy yourself, because the hard work begins in the morning. I will see you then, yes? Wait! Where are you going to be this time? We will meet here, yes? I'm afraid I cannot go back to Venice, not now. There are people looking for me. The Vanguard? Yes. They know what I am, who I am. They will not rest until they have me. So we must work very fast to destroy them. Tomorrow, then? Tomorrow. Have a good night, okay? Be careful. Thank you, señorita. And you. Вот. Медитировал он, короче, понятно, в церкви. Вы когда-нибудь занимались этой, как ее, медитацией? It's the confessional. It's been more than 2 years since my last confession, but no. I'm not in a mood to be counting beads right now, and with my list of, shortcomings, I'll be counting beads for a very long time. Все? It's a baby angel. A cherub? Херувим, He's got a да. red robe wrapped around his posterior, and he looks to be in a hurry. I can't remember reading about this particular incident in the Bible. Maybe it was in the sequel? Да. Nah. That came out only 5 years ago, and this wall painting looks a lot older than that. Да ладно, у них есть вторая часть Библии в этой игре? Охренеть! Охренеть! Второй том.
Блин, мне что-то этот мир больше и больше нравится. То есть у них есть вторая часть Библии, у них были газировочные эти, как его, восстания и войны. И войны не одобряю, конечно, но в целом это интересно, просто даже звучит само по себе. То есть с исторической точки зрения. Чем этот мир не нравится? Какой-то баланс, какая-то Аркадия. Нахрен вам это надо? У вас вторая часть Библии есть. Вы чё? Да. Как в том фильме-то, во вторых клерков. Вот. Это, говорит, что это, долбаная Библия? Святая долбаная Библия. I have more than enough. Конфетки. Кстати, блин, по поводу леденцов. Мне так их захотелось. Лишились мы Александра Первого на игрофоне, да? Печально. Печально, но... Что ж поделать. Прям грустно. И это даже просто грустно, потому что, ну, блин, когда из хорошего проекта люди уходят, это, я не знаю, ну, страшно из-за проекта в том числе. То, что там между людьми происходит, это уже второй вопрос. Потому что это им решать, там, заниматься чем-то вместе или не заниматься. А вот за проект, да, печально, обидно. Hey, what are you doing? Типа под насру сейчас. Это этот Зак. Так. О, нифига тут народ тусуется. Charlie? Emma? What are you guys doing here? We locked ourselves in to wait for you. I hope you don't mind. No, of course not. By the way, I think Zach was spying on you guys. I caught him leaning up against the door, and he hurried back into his room the second I arrived. He's such a loser. And he seems to have a personal vendetta against you now after what you did to him. Or what he claims you did last night. Gotta love the guy. So what's up? What's the occasion? We want to know what's going on with you, April. What do you mean? Nothing's going on. Don't lie to your best friends. That's way below you. We know something's going on. There's no point denying it. For 3 days straight, you've been away all day. You've been acting weird and hanging around Cortez, of all people. And then today we find out you've been up to Metro Circle by yourself? I mean, April, for God's sake, what is going on? Ну, давайте расскажем правду, это же друзья. If I told you, you wouldn't believe me. Try us. We're your friends. Whatever it is, I'm sure we can help. Somehow. I've been... chosen to save the world. Stop kidding around, April. We're serious. So am I. I told you, you wouldn't believe me. You're actually telling us the truth.
What do you mean you've been chosen to save the world? As in, there's something really bad going down. I can't say exactly what, but Cortez is with the good guys, and I've been drafted. Look, April, if you're having some kind of nervous breakdown, we'll do anything to... God, I knew I should have kept my mouth shut. Forget it. I don't even believe it myself, so why should you? I believe you, April. I've seen things these past few days, strange, inexplicable things. And my grandma taught us that there's more to this world than meets the eye. And after all, it's you saying these things. А кто озвучивает этого? I've Чарли. never known you to lie or even exaggerate the truth. If you believe it, I believe it. And I'm sure the same goes for Emma. Thank you, Charlie. It means a lot to me. I wish I could tell you everything, but I don't think I can. Такое ощущение, что его Винс Вон When you're озвучивает. ready. But if there's anything at all we can do to help, well, don't hesitate to ask. There are a few things you could help me with. Great. What? Like I said, I can't really tell you very much about what's going on. Not yet, anyway. Tomorrow, after I've had a good night's sleep, I'll try explaining as much as possible. But there's one thing you can do for me. I have reason to suspect that somebody's out to get me, or Cortez. Who? Long story, but I could need some backup. These goons, these agents, they could be closing in, and whatever advanced warning you're able to give me... We'll do our best. What do they look like? I'm not sure, but you'll know when you see them, I'm sure. Anybody suspicious around, let me know. This is kind of exciting, but you gotta tell me, what are they after you for? Did you do something illegal? Not yet. Not really. It's what I might do that they're worried about. But please don't ask me any more questions today. Just keep your eyes and ears peeled for Ну, или anything. какой-нибудь, да, Сэмюэл Джексон, типа I need a того. good night's sleep, and tomorrow I should be able to tell you more. But thanks for helping me out, guys. I really appreciate it. We're all hanging out at the cafe tomorrow night, April, so you're just gonna have to join us. I promise. Now get some sleep. Sorry to tell you this, but you look totally exhausted. I'm glad we had this talk. Thanks for checking up on me, guys. Sure. Good night. Марк Энтони. Good night, Charlie. Good night, girl. Sweet dreams. Надо ложиться спать, что ли? В ботинках? Ну ладно, без штанов, но в ботинках. Окей. А за кем пришли-то? Что-то я не понял. What's that noise? Нет сил снимать ботинки. За Кортесом. Where's that light coming from? Откуда идет свет? Из шкафа? Oh! Часть 4. Монстры. Здрасте, пожалуйста. Oh, not again. Not now. I hope this is a dream. I really do, because if Cortez didn't open a shift, who did? And how will I get home again on my own? No dream, and I'm guessing this is Mercuria. It smells like it, like a mix between fresh flowers and cow dung. There's some kind of part going on in there. Угу. То есть она штаны забыла, но дневник взяла. Интересно.
Воскресенье ночь или понедельник утро, не знаю, что сейчас, но очень поздно. Ночью я проснулся от странного звука и увидел, что вся комната озарена каким-то холодным голубым светом. И свет этот шел, как ни странно, из шкафа. Отсюда да, там была огромная лестница, по бокам вырывались языки пламени и поскакали какие-то животные. А потом одно из них произнесло «Зул!». Вот так вот. Я-то в шортах, а она в трусах. Вообще странно. Так вот, этот свет шел, как ни странно, из шкафа. Но я, конечно, подумала, что мне все это снится в жизни. Ведь такого не бывает, правда? Если только речь не идет обо мне. В моей долбанной жизни... Вот так вот прочитать. В моей долбанной жизни такое происходит сплошь и рядом. В моем шкафу открылся портал, и меня просто всосало туда, как в пылесос. Я пикнуть не успела. Ну и пукнуть, кстати, тоже. Вот. А может, и успела. И вот я опять в Аркадии. И если в прошлый раз мне помогал Кортес, то в этот раз я тут совсем одна. И даже не знает, где я и что со мной. Полный П. Перевод, конечно, пипец. Вот. Свет за стеной, за спиной. Но мы можем его поменять. Он у нас не то, чтобы как бы такой должен быть. Мы его можем вот таким сделать, например. Вот. Неисправимый человек. О, это у нас все. Черт. Так, сейчас. Сломал, все сломал. Так, да, пришлось все сломать, поэтому мы включили потоковый накопитель, вот. Так. Временные контуры включены, да? Сейчас плутоний только нету, вот плутоний нужен. Плутоний-то нет, потому что это может быть у вас в 80-х плутоний продается в каждой аптеке, а у меня его достаточно тяжело достать. На стуле разгоняется до 88 чат. Да главное, что шорты на мне остались. Вот. Так. Короче, да. Приключения в трусах. Мы продолжаем. The Journeyman. The Journeyman. Very appropriate, though it really should have been The Journeywoman. Ну, тут так, простите. Так, а со мной что? А, у меня тут есть всякие штуки, да? То есть с собой она взяла целый набор предметов, но штанов не захватила. Хорошо. There's something so soothing and poetic about the way the moonlight is reflected on the clean and clear surface of the water. Сейчас самый сок пойдет, но не потому, что она в трусах. Да ладно тебе! It's their first date, I can tell. They're a cute couple. I wonder if romance is different here, or if the rituals are the same as back home. I mean, magic must play some part in it. Кстати, вот, поскольку мы в прошлый раз потратили часть эфира на разговоры о видах картошки, то сегодня я хотел бы продолжить тему еды.
есть ли у вас какой-то вид еды, ну, блюдо, скажем так, наверное, блюдо, или, может быть, продукт, который вы не едите. Но не едите не потому, что, типа, ну, не нравится вам, да, совсем. Вот. А у вас прям, ну, какое-то отвращение к нему. То есть, вот, прям, вот, типа, не то, что, ну, я не люблю, типа, да, там, я не знаю, я вот... Ну, не знаю, я вот пшеную кашу, например, не часто ем и спокойно могу не есть очень долго. Да, то есть я привел пример, например, да, там, пшеная каша. Вот. А есть вещи, которые я вообще, типа, не могу переносить. Я сейчас расскажу. Вот мне, например, от меда меня воротит. Причем мед, это вот просто даже мне понюхать дайте мед, у меня прям, ну не то, что у меня какая-то аллергическая реакция, но у меня прям... Я такой, типа, уберите. Вот, мне прям от запаха противно. То есть, если будет пахнуть медом, это противный для меня запах. Второй продукт, который я не ем перловку. Вот. Ну, собственно, как и мед, и перловка, я так подозреваю, меня перекормили где-то в дошкольных учреждениях, типа детского сада, этими вещами. То есть, я в детстве много раз болел простудными заболеваниями, и меня кормили медом, чтобы я, ну, типа, там, мед, вот это все, знаете, там... И меня прям до блевоты, видимо, закормили этим медом, что, а он достаточно аллергенный продукт, мед. Вот. И меня вот, короче, какая-то субаллергическая реакция выработалась. Да, перловкой меня перекормили в садах, и это отвратительно, я до сих пор ее не могу, меня прям ее... Ну не то, что от запаха нет, то есть я вот могу, если я ее просто не смогу даже себе затолкать куда-то в горло, потому что меня просто не то, что вырвет, но просто я не смогу проглотить, мне прям максимально противно. И третий продукт, который я не переношу, я не люблю жареный чеснок, нагретый чеснок. Вот некоторые люди говорят, я прям, говорит, обожаю, когда берешь дольку чеснока, кидаешь на сковородку и такой запах. Меня от этого запаха, мне прям хочется взять сковородку и выкинуть в окошко нафиг и проветрить все. Вот. Наверное, это вот 3 продукта или блюда, которые я не могу есть. Ну, грибы. Так. Ну, к грибам я спокойно отношусь, хотя я не фанат. Хотя вот сейчас я купил шампиньоны, и я их вам добавляю в яичницу с утра ем. Ну, просто чтобы чуть более сытно было, потому что... Чтобы не хотеть есть так быстро. Грибы надо покупать в Комаруче. Ну, я подозреваю, что у меня, скорее всего, грибы ровно с той самой фермы из области, для которой Накамыч там делал какие-то конструкции подвесные. Я так подозреваю, это оттуда. Filled with ale, probably. They never have beer in these taverns, just ale. Assorted bottles, herbs, and spices. That looks like a really, really comfortable chair. Open fires are so enchanting, romantic, and inspiring. Excuse me. Hello? Hi, hello, do you work here? Do I work here, child? I'm the owner. I own and operate the Journeyman Inn. I'm very sorry, ma'am. Your apology is more than enough for me, child. What may I do for you? Is there a party going on? Is there a... child. Do you not know? It is the Feast of the Balance. Have you never taken part in a celebration? Unfortunately, no. I'm not a party person. For as long as I can recall, the feast has lasted 3 whole days and nights, and everyone celebrated openly. Now, this year, there is great concern about the Vanguard and their supporters.
So this year, the Feast of the Balance is celebrated inside, behind closed doors, and for one night only. But there's still much food and drink. And you are welcome to join if you so please. I don't think so. I don't know anybody here. You're not with the Vanguard, are you? No, I'm from somewhere else, far away. So it would seem. Well, if you feel up to it, child, you're welcome to join in the celebration. Thanks. What's your name? Benrima Salmon. I'm the owner and proprietor of this inn. I bought it with money earned through honest trade in the Southlands. Tobacco, wine, slaves. That is where I'm from. The Southlands. I'm April. April Ryan. Well met, April Ryan. Have you come to meet someone, a handsome young suitor, perchance? No such luck, I'm afraid. I'm here more by accident than anything else. Ah, no accident, April. Fate. Fate delivered you here tonight. You are strong in fate, are you not? Для меня запах противной вареной почки или желудочки легкий. Не люблю вареную луковицу целую, куриные лапки, шеи. Остальное вполне съедобно для взрослой меня. Просто преодолел детские предрассудки. А у меня, кстати, не было никогда вот этого вот. У меня брат как раз-таки вот и сеструха, они какие-то тошнотики. То есть, типа, у меня сестра, например, до сих пор болгарский перец не ест вообще. Просто ни в каком виде. И для нее, типа, это, ну вот, и, ну, там еще несколько видов. А брат это вообще отдельный вид. Я не знаю, как сейчас, опять же, да, мы с ним достаточно давно не, что называется, не сидели за общим столом. Вот, но когда мы были еще детьми, у него постоянно эта тут история, то, что, типа, вот у бабушки сидим, бабушка там мне там суп наливает, ну, обычный суп, там, что, картошка в нем, там, лапша, там, ну, что-нибудь такое, там, куски мяса, что-то, ну, какая-то морковка, лук, все, ну, суп, короче. У брата нет, у брата не так. У брата процеженный бульон, и в нем плавают круглые, нарезанные только кружками картошки. Вот это он ест. Никакого лука, никакой морковки, никакой лапши, ничего. Блины, если делать, ему блины аж вот пекли, но я, например, в принципе, люблю такие блины, знаете, вот если есть... Ну, я ем любые, но если уж говорить про блины, то я, типа, люблю блины, как бы, чтобы они были такие более тоненькие, наверное, но при этом мягкие. Вот, ну, то есть, типа, там, не вот такие, когда они уже там какие-то такие серые, горелые, да, а ему прям аж подсушивали блины, чтобы они были как чипари какие-то, короче. Вот. И вот это самое. И более того, он такой не один. То есть, оказывается, очень многие дети, очень многие люди, будучи детьми, вот именно ведут себя как какие-то тошнотики. У меня одна знакомая, она вот мне сама рассказывала, что она в какой-то момент времени ей, значит, купили доширак попробовать. Ну, не такой, как вот более-менее мы сейчас привыкли, а какие-то бич-пакеты эти, когда там это, ну, нам, я не знаю, там, типа, там, не знаю, ей лет в 14 или около того, попались эти бич-пакеты, там, я не знаю, домой кто-то принес. И она вот, это она мне рассказывала, она начала, короче, закатывать скандалы, что, типа, она будет есть только бич-пакеты, ничего кроме бич-пакетов она жрать не будет. И она вот эти вот, значит, БПхи, короче, жрала. Вот. И она доелась до того этими БПхами, что, ну, родители были вынуждены, потому что у них, типа, единственная дочь, и очень обидно, если, ну, как бы, с ней же что-то может случиться, она должна кушать, пусть ест хотя бы это. И она в итоге доелась до того, что у нее начались там проблемы с пищеварением какие-то, то есть, типа, там, я не знаю, гастрит, не гастрит, но какие-то вот такие, значит, девиации непонятные.
И она вот сама рассказывала, ей даже стыдно за это. А я говорю, ну а почему так? То есть ты типа тебе другая еда, что ли, тебя противно? Она говорит, не, она такие вкусные, я хотел их все время есть. То есть у меня просто в голове это не уложилось даже, нифига себе. То есть это все равно, что, я не знаю, ну есть, например, ну торт тоже вкусный, да, ну съел ты торт, ну хорошо. Если ты такой сладкоежка, 2 торта, ну с третьего уж ты блеванешь уже. То есть в голове даже не укладывается, что за максимализм какой-то. Вот. Я повторюсь, вы просто не умеете готовить. Реально, некоторые продукты просто есть хорошо приготовлены, а есть херово. Я в этом плане совсем скучная. Гаджет пишет. То есть всеядно. Кристина молодец. У меня есть подруга, души не чает в сельди под шубой, но винегрет на отрез не ест. Почему? Потому что свекла там кубиками. Кристина, это кубизмофобия какая-то. Ну, понятно. Ну, как Шелдон, говорит, этот. Говорит, лапша, да. Китайская, да. Говорит, с нарезанными овощами, да. Кубиками, да. Несмотря на то, что они порежут соломкой, а не кубиками, да, я специально попросил для тебя. Так, это соус с низким содержанием натрия, да. Купил в корейской лавке, да. Горчица, да. Купил там же, да. А чё ж так долго? Вот такие пироги. Why do you celebrate the Feast of the Balance? You are a stranger to our customs indeed. The balance. You do know about the balance, do you not? Sure. The balance between magic and science. I know about the balance. The balance of all, child. Everything is in balance, and the Guardian watches over the balance and us. We celebrate the Feast of the Balance to give our thanks to the balance and to the Guardian. If our devotion to the balance falters, if we lose our faith in the Guardian, then we are inviting chaos to destroy us. This is what the Vanguard is doing. Inviting chaos. They are dangerous. What's the Vanguard doing to destroy the balance? They are not doing anything to destroy the balance, but they destroy people's faith in the balance. They speak to the people, telling them how the Sentinel, the Fathers, are holding our world back. And that if we were to use the balance to our advantage, we could return to the old ways, the ways of the ancient Earth, before the divide. Vanguard promised the people power and wealth and happiness, but they intend only destruction and death. What do you mean by strong in fate? You shape your Боязнь own fate, кубинцев. not the other way around. You are what the dark people call a wave. How can you tell? I am not only an innkeeper, child. I am a seer, taught by my mother, who was taught by her mother before her. And so it goes back to the dawn of our world, to the dawn of magic. Может быть, это и есть этот страж? What's a seer? A seer. Хотя страж вроде бы там остался на земле. В смысле, на нормальной земле, а не в Аркаде. About the past and the present and the future, just by looking at you. When I look at you, I see. What? What do you see? Most people are drawn along by events, by fate, like a carriage after Большинство a людей horse. полагают, что время это Some река. people know how to steer the horse, to change paths at will. You are such a person, but there is more. Tell me more about my future. It is strange. I see many paths, but they are all dark. I cannot tell much except that you are strong in fate and strong in the balance. And you are strong in magic, too. Magic? That can't be right. I don't know anything about magic.
You do not have to know about magic to be strong with magic. If you ever learn how to harvest your talents, you will be a strong artisan. Artisan? Where have you been schooled, child? Have you forgotten your lore? My lore? Yeah, well, I haven't really had much use for my lore lately. The artisan is the most powerful of magic users. She is able to shape magic and to use it by force of will alone. An artist can use magic shaped by others, mold it into new magic, new art. A magician, or sorcerer, witch, warlock, can read and write incantations, drawing spells from the power of words. And the alchemist can create magic potions. He is the least of the four. Anyone with proper education can be an alchemist. The other three require some form of talent for magic. Thank you. I am at your service anytime, child. I am afraid I must go take care of my guests now. Enjoy yourself. Да, ко мне же каждый день заходят какие-то тетки в трусах. They don't look so different from farmers and craftsmen back home. It's a small world. Worlds, small worlds. Нифига. Это что за черт? Thank you, April Ryan. What? Кто это? There is no time here, but there soon will be time for you and I. Time enough to be sure. You are speaking to me, April Ryan. We have spoken. I don't understand what you're... And how do you know my name? Who are you? Have we not met yet? I was sorry, then, for confusing you. I will be Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria for a time. I think I would have remembered you if we'd met. Who told you my name? You did. You are saying your name to me, April Ryan. In this moment, you tell me your name. You question why I know your name, and you speak to me the blessings of the balance for my long journey home. Sorry, I really don't know what you're talking about. It is difficult for us too, April Ryan, to understand you. We, the Venar, are not perceiving time like your people. In this moment we are everywhere. In this moment we are nowhere. But there is a veil. Beyond this veil we are not seeing, but you have. You will be seeing. You are seeing. What veil? The veil created in chaos, by chaos, with chaos. It is a dark presence in our future, yes, future. A dark veil which hides the things that have been and will be. What's all this got to do with me? It was late. You were tired. We have talked in the morning when you come to visit me. Now you understand everything. Thank you, April Ryan. The blessings of the balance to you too. Did you just invite me to your home? I will. I did. I invite you to my home, April Ryan. My home was in the Marcuria City Green, and you will find it. In the morning, before chaos came. I am explaining everything, and you understood. It seems I've already accepted your invitation, so I guess I don't have a choice. That is what you said. Good night. You will sleep well. Очень интересно, чувак. И ты вот так нейросеть прокачал, или он так и выглядел? Так.
Картоха кубиком, вообще можно свеклу на капусту. А, ну понятно, мы все говорим про то, как нарезать I really am getting правильно. tired. I should find somewhere comfortable to sit down, rest my legs. Как там это, да? Что у нас тут? Мне нравится с горчицей, вареной фасолью вместо горошка, либо с добавлением свежей квашеной капусты. Миллион рецептов винегрета. А, ну понятно, да. Животный магнетизм. А чё этот Ubisoft? Это где? На Gamescom, да? То есть мы ждем презентацию. Когда там? 23-го? Это мы смотрим. Так, дневник. За свою жизнь я повидал немало странных приглашений. Всего месяц назад какой-то парень, мы едва были знакомы, пригласил меня на вечеринку по случаю собственного самоубийства. Не одобряем. Вот. Этот тип прислал мне открытку с надписью: Стив приглашает на свой последний вечер. Меня приглашали на свадьбу 99-летней неизлечимо больной женщины и строительной машины. А отец моего лучшего друга приглашал меня на студенческий бал. Но сегодняшнее приглашение уделают все предыдущие одной левой. Первый раз в жизни я приняла приглашение до того, как его получила. И пригласило меня существо, грамотность которого варьируется от плохой до никакой. И хотя на все вышеперечисленные приглашения я не откликнулся, к этому дяденьке я, пожалуй, схожу. Он, может быть, ответит мне на некоторые мои вопросы. Вот. Да. Ну, в любом случае, посмотрим, я надеюсь, презентацию. Тут что не посмотреть. Презентацию Ubisoft отдельно. Ну, отдельно так отдельно. Посмотрим. Да, вот. Че, кстати, кто из вас был на свадьбе когда? Я на свадьбе был последний раз, сейчас скажу вам, господа, 7 лет назад. У меня сестра замуж выходила. Вот, я еще... Там даже так интересно получилось. Это был 2015, получается, год. И я за одно лето сходил на 3 свадьбы. И не пошел на 4-ю. И, короче, из-за этого я поругался с человеком, который меня туда звал. Вот. То есть, типа, как так? Типа, сходил на 3 свадьбы, на 4-ю не пошел. Я сказал, что я не пойду. Потому что, типа, у них там они вообще какие-то такие, как это сказать-то, полусумасшедшие, вот. И потому что там у невесты, у нее мамка, она сама-то мода. Я уж думал, ну придумаю что-нибудь интересное, типа не какая-то классическая свадьба, нет, все по классике, с выкупом, с костюмами, с катанием, со всем этим говном. И, короче, я прям такой, вот. Когда узнал еще про это, я говорю, я буду занят. И самое интересное, что я тогда ничего не планировал. Но я уехал из города в тот день. Я уехал в Питер. И это вообще, то есть, отмазался. Вот. И хорошенечко. Мне понравилось, что я не пошел. А так, да, вот у меня в 15 году, типа, женился коллега. Он меня звал на свадьбу. Кстати, нахрена я пошел, мы с ним больше не общаемся. Потом меня звал друг, с которым мы тоже больше не общаемся. Нахрен тоже я пошел, не знаю. Вот. И... Ну и сеструха у меня замуж вышла вот тоже в 15 году. Все. И главное, на всех свадьбах я такой еще спросил. Я говорю, у вас там что по дресс-коду? А лето было. Жарко. А они говорят, ну, что, говорят, у тебя есть рубашка с короткими рукавами? Я говорю, да. Ну, и все, надень ее. Я говорю, а что, говорю, там, это, джинсы? Они, да, в джинсах нормально. И я ходил в джинсах. А эти мне как начали, такие, принесли мне приглашение, говорят, на приглашение, там надо обязательно быть. Чуть ли не какой-то фрак нацеплять на себя. Я еще сижу такой, думаю, вот за что вы так со мной? Что я плохого-то сделал? Чтобы со мной так обращаться. Какой-то фрак вам надень. Где я его возьму? Вы что, с ума сошли? Вот. Вот. Короче говоря, да. Вот. Стоит отойти, это самое. А тут уже не салат, а свадьба. Нет, ну тут просто про свадьбу, вот, этот самый запись в дневнике. Я сейчас вспомнил, что на свадьбе, да. Хотя при этом,
я заслуженный, как это, гость на свадьбе, потому что у меня даже, не поверите, я даже поймал 2 подвязки. Вот, и они где-то валяются, только я не знаю, где надо поискать. Вот, то есть 2 подвязки пойманы. Вот, и не женат я был ни разу. Вот, и, короче говоря, мне даже, ну, друзья, которые об этом знают, они мне говорят: Илья, как так, ты должен был жениться, зачем ты так, зачем ты их ловил? Я говорю: так специально, чтобы поймать и сказать, что это все херня, ваши приметы. Вот, ну вот и все, такие дела. Вот, все ушли, а я остался. ВХСник, он ли? Так. Если особый требование к наряду, пусть представляет портного на шар. Да пошли не нафиг, я говорю, я занят, все, занят, не хочу. То есть я еще понимаю, когда меня, например, там зовут какие-то родственники, типа, и то, я вот из всех родственников был, у меня вот сестра родная есть и троюродная. Вот я был на свадьбе у троюродной сестры и у родной. Вот, брат, я не знаю, они расписывались, нет. Ну, они такие, они вот эти церемонии не для них. У меня брат просто хиппи, ему пофигу. Вот, и я уж не знаю, там они там расписаны, они с его женой не расписаны. Но у них 2 общих ребенка. Вот, и я думаю, что это не имеет никакого значения. Ну, так в США, да, всем шьют платья. Они там год готовятся, по-моему, там у них типа примерно год. Это с приготовления, вот. Не знаю, мне как по мне, это все какая-то непонятная трата времени. Я за все время был на, по-моему, 3 свадьбах. Точнее, я знаю, давайте так, я знаю о 3 свадьбах, которые, ну, более-менее адекватные. То есть среди моих знакомых. Значит, вот тот мой друг, с которым мы больше не общаемся, он, значит, придумал такую фигню, как свадебный завтрак. То есть мы там с утра еще встретились все, там чуть ли не часов 10. И был свадебный завтрак там с пирожками, с какими-то, еще с чем-то. Ну, что-то прикольное такое было, да. Потом они поехали фотографироваться, молодые. А нас отправили в какой-то музей. То есть он оплатил экскурсию. У нас там музей стояние на Угре, по-моему, было. Мы там ходили, смотрели. То есть, так, чтобы гости не скучали, не катались с ними, не бухали в кустах. Вот. Ну и вот, да. То есть, а потом мы поехали в какую-то кафеху. И там свадьбу вел его друг, который типа тамада. Но это его какой-то одноклассник. И поэтому там немножко другая была атмосфера такая. Вот. Отличалась, скажем так, от всего, где я был. Потом была свадьба, значит, другого моего знакомого. Мало того, что на роспись невеста приехала в красном платье, причем оно выглядело как балетная пачка. Вот. И при этом она была в этих, не в пуантах, а в таких, как это называется-то? Типа... Блин, я забыл, как эта обувь называется. Ну, как называется, вот, типа, ботинки военные? Как они называются? Короче, ботинки на шнуровке, которые были до колен. Вот какая-то вообще странная свадьба у них была, да. Вот. И после этого всего мы поехали на какие-то развалины фотографироваться. Вот. Пофотографировались на каких-то развалинах. А после этих развалин, значит, мы поехали к ним домой и там выпивали. То есть вот и все. Не было никакого ресторана. Берцы, да, правильно. Вот. И это я уже вот такой. Вот. Забыл. Вот, и третья свадьба была, это у меня друзья женились, они, короче, вдвоем поехали на Кубу, вот, о которой мы уже сегодня говорили, и там они расписались, и
И что-то они там 2 недели или 3 недели там проторчали на этой Кубе, вдвоем отдыхали, и все у них как бы им очень понравилось. Вот такая свадьба, меня на нее не позвали. За что, кстати, я им благодарен. Без дураков, кстати. Вот, реально, я без шуток говорю, что ну и хорошо, что не позвали. Вот. И они, правда, никого не позвали, как я сказал. То есть они были только вдвоем, на них обиделись куча родственников, а я сказал, что как бы им молодцы, правильно сделали. Про себя. И для себя свадьбу сделали, и это личный праздник. Вот. Наверное, я бы вот, если бы я сам бы все-таки когда-нибудь женился бы, я бы предпочел некое такое мероприятие, которое будет касаться только вас двоих. То есть, ну или там, я не знаю, то есть еще каких-то, может быть, там, ну, я условно говорю, можно было поехать там в Шаолиньский монастырь, вдвоем обрить головы, наголо нафиг каким-то церемониальным бритвой какой-нибудь, вот, и была бы какая-нибудь шаолиньская церемония на двоих. Вот это прикольно, вот. Вот я что-нибудь такого бы хотел, то есть, типа, настолько, скажем так, что-то необычное, но при этом вы в этом едины, и это доказывает, что вы правильно выбрали друг друга. Вот. Такие пироги. Тебя как ковидом накрыло, вторая половина отказала. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ковид, да. У нас, кстати, на работе один чувак ковидом опять заболел. Это печально. Вот. Так и что, мы все? I wish I could sit down for just 5 minutes. Это Кортеза куда-то поместили, не пойми куда. Прибор напоминает аппарат из фильма «Час расплаты». Wake up, child. Ну что, посидела 5 минут? Sorry, I guess I fell asleep. What time is it? It is morning. We need to clean before we open for breakfast, so I had to wake you. I slept right through the party? It seems so. You did not stir even when everyone was leaving. Oh well, I feel pretty good considering. You look a little pale, but it's nothing a Пока, good Кристина, porridge спасибо, что won't пришла. fix. Слышала новость, что разработчик Pfizer заболел ковидом после 4 своих вакцин. Не, ну заболел. Ничего в этом удивительного нету. То есть, как бы вакцина, она не от болезни как таковой, она все-таки больше на выживание настроена. Вот. А поэтому, как бы, пока не помер, обратного мы не докажем. Do you intend to walk about in that outfit, child? It is day, it would not be proper. А есть что у вас? It's all I have. Come, we will find something more suited to a young lady about the city. Спасибо, дядя Ви, что пришел. Спокойной тебе ночи. Ну что там? How do I look? Ну, почти то же самое, да. Почти что. Well, it'll have to do for now. You do not have the most womanly of forms, but I'm certain you will fill out in time with the right diet. Thanks.
Thank you for the clothes, for everything. You will have time aplenty to thank me while you are cleaning plates and cutlery, child. I'm sorry. Work? Those clothes do not come free, child, nor does a night spent sleeping before the fire. I'm not asking much, only for a helping hand in cleaning. All right. Tell me where to start. You can start carrying in the mugs from the back room. Он как их расшарахает. Все? You did good work for me today, child. More than was required. Here you are. Some coin to help you out. And keep the clothes. You seem to have grown into them already. О, Господи. Ну тут и типаки. Меховое животное. Square jaw and broad shoulders. A real farm boy. Quite a sexy one, too. I wonder if she's caught anything today. That's a funny-looking animal. Так мы здесь, мы все-таки в этой, да? Так, ну, давайте заглянем к этому чуваку-то. Че он тут? Побухивает все. Че, бухаешь? Hi there, Mr. Westhouse. I'm back. My word. What on earth possessed you to return to this godforsaken place? You were lucky to escape the first time, but now you're really pushing it. It's not that bad a place, or else you wouldn't stay here. Besides, this time I didn't exactly come here by choice. I stay here because I'm a true masochist, Miss Ryan. And who forced you to come? Was it Cortez? He doesn't even know I'm here, unfortunately. No, I think I had some kind of accident with my so-called powers. I shifted in my underwear. No, ha! Isn't that the way it is, though? We always cross the rift at the most inopportune times. Care for a drink? Oh, no, that's right. You, don't. Would you mind helping me with a few questions? I've nothing better to do, so shoot. Do you know anything about dragons? I try to stay out of the affairs of the kin these days. What precisely do you wish to know about the damn beasts? There are 2 dragons in Arcadia, and I'm trying to locate them. Yeah, I've heard that tale myself, but no, I don't know anything about it. You'd be better off speaking with the Sentinel Minstrom. After all, religion is their specialty, not mine. I'm looking for a disc that will open up the Guardian's realm. That's religion, Miss Ryan. And the only things I worship are whiskey, a good cigar, and a nice long... Anyway, don't ask me about all that, Но у меня своя религия. Я родился заклинателем змей, им и умру. Would you be able to tell me where I could look for the entrance to the Guardian's realm? In Tobias's pants, if he had his wish, I'm sure. No, I'm sorry. I don't know anything about the Guardians, balance, sentinel, or gardening. Now, if you're interested in bullfighting, I could talk all night. Сама как-то странно себя чувствуем, пишет Женя. Может, от картошки никак не отойду. Может, тоже Кави глаза болят. Картошка.
Вот, но горячая картошка она такая. Ну да, Жень, береги себя. Но я, насколько знаю, ты привилась же. Так что, по идее, у тебя иммунитета побольше должно быть. Здоровья всем. Здоровья всем. У меня сегодня такой этот... я не знаю, буду всем здоровья желать. Прям серьезно. Здоровье, здоровье. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем надо здравствовать. Вот. Все выздоравливайте, пожалуйста. Вот. Борис, Юля, Женя. Все себя берегите, выздоравливайте, восстанавливайтесь. Нам еще... Вставай, самурай, нам еще город сжечь. Вот. Боря не привился. Боря не привился, но мы Борису посылаем лучи добра, лучи поддержки. Вот. И... ставьте воду, я ее заряжу. Вот. Такие дела. Ну да, ну, в общем, это, вы себя берегите. Вот у меня, я вот маску даже обратно достал, вот с ней хожу. Так что вы там это, все берегите себя. Вы с быками. Bullfighting's a horrible act of cruelty to animals, and not much of a sport at all. I'll just forget you said that, Miss Ryan. If there's one thing I miss about Stark, it's bullfighting. You'll be happy to hear then that they abolished bullfighting hundreds of years ago. Damn. I can't think of any more questions for now. Then let's talk about other things, shall we? Я сейчас привита, но по идее в сентябре надо третью. Ну вот у меня третья была в апреле, соответственно, пойду в конце октября на четвертую. Thanks, Mr. Westhouse. Anytime, April. Come back if you're homesick and you feel like talking to a fellow alien. Ну, у меня вот вообще пипец. У меня сейчас один сотрудник заболел. До этого один сотрудник со сломанной ногой. Он до сих пор тоже, кстати, дома на бюллетене. Директор был в отпуске. И сейчас еще коллега, у него дочь родилась. И он там что-то это... В общем, там... Вчера его не было весь день. И завтра его полдня не будет. Так что у нас там на работе прям народ оттопыривается, я смотрю. У нас сейчас не болеет. Ну вот у нас, видишь, у нас болеют. Good morning, Tobias. Why, it's April, my friend from Stark. Have you come to visit us again? So it appears. I didn't exactly come here by choice this time, though. Oh? How so, if I may ask? In a weird and twisted way, it's nothing out of what's become the substitute for ordinary in my life. One second I was in my room in Newport. The next, I was in a dark alley in Mercuria. You must have opened a shift while you were sleeping. Good. This means you are learning to harness your magic. Yeah, I guess, except I don't think I'll be able to get back home again. And this time, my mentor, Cortez, has no idea that I'm here. Ah, but I'm sure you will find a way to channel and control your power soon. In the meantime, is there anything I can do to help? I need to locate the disc that unlocks the Guardian's tower.
The disk that is the key? Yes, it is needed. It might even restore balance, provided the new Guardian accompanies it to the tower, of course. But you wish to find the disk yourself? I have to. Cliché or not, it's our only hope. You Нет, do есть this еще often, один. then? You know, save worlds? It's an expression. Heroism in my world is more of a cliché than anything else. I do not understand. But then I am merely a servant of the balance, while you are more. But yes, the disk. As I told you once before, when the Earth was divided, and the realm of the Guardian created, a disk was forged in the Well of Making. The disk was to serve two purposes: as a key to the Tower of Balance should it become necessary to enter it in the Guardian's absence, and as a replacement for the disk that is already in the tower should it be broken. The tower is now abandoned and locked, and the old disk shattered. I do think the time is right for the second disk to be brought forward and used. Where is the disc now? At first, more than 12,000 years ago, it was kept in the open, at the Sentinel Enclave outside Marcuria. However, when thieves attempted to make away with the disk, it was taken away. Why? So that the 4 parts of the disk could be divided amongst 4 of the magical people of Arcadia. People who would have nothing to gain from the balance being compromised. What people were the disc divided amongst? This I cannot tell you. I am not sure anyone remembers now. But it would be in the scriptures, I am certain. What scriptures? The scriptures of the balance. There are 13 of them. 13 is a strong number, rich in tradition, and... Did you know the Ireed High Council consists of 13 ministers? No, of course you don't. 13 was also the number of the fathers who begat the Sentinel, and who built the Tower of Balance. Where can I find the scriptures of the balance? Pay a visit to the Sentinel Enclave, located outside the city to the east. The great library of the Enclave contains every book ever written by an Arcadian minstrel, and most others as well. Speak with Minstrom Yerin, Пипец, то есть the теперь keeper надо of еще books. эти найти, Tell да? him То I есть sent you. 13 книг. I need to find the entrance to the Guardian's realm. There is one. You are right in that, but where, I would not venture to guess. In the past, when the time came for the Guardian to step down and another to take his or her place, the Guardian opened a gateway wherever it was needed. A Guardian, still in full control of the balance, can invite anyone in, and let anyone out. But with the Guardian gone, the only way in would be the point where the divide was first created, where the tower was built. Isn't that location written down somewhere? Remember that this was done on the old Earth before the divide. After the divide, after the creation of Stark and Arcadia, places were shifted about. This entrance may not even be on the ground anymore. What do you mean? It could be up there, in the sky, or far below us, through the crust of the earth into the molten depths below. I cannot say, and I do not know anyone who could. Isn't there any way to locate the entrance to the Guardian's realm? Perhaps Книга with Илая careful есть. investigation of the old texts, histories of Arcadia, of the Divide, the scriptures. I do not know, April, but it cannot hurt to look. Again, you will find these texts at the Sentinel Enclave. Speak with Minstrom Yerin. Isn't there any way to locate the entrance to the Guardian's realm? Perhaps with careful investigation of the old texts, histories of Arcadia, of the Divide, the scriptures. I do not know, April,
but it cannot hurt to look. Again, you will find these texts at the Sentinel Enclave. Speak with Minstrom Yerin. Сейчас пойдем туда. I need to locate the 2 dragons that reside in Arcadia. The Drykin? What's the difference? Dragons is a word from your world. The kin are not what they have become in your legends and fairy tales. But they're real, aren't they? Oh, as real as you and me, April. And old. They have been here since before our time. As you probably remember, the kin were instrumental in the Divide, saving mankind from a terrible end. But I know so little. Only what I can remember from my studies when I was a minstrel at the Enclave. How can I get more information on the Drykin? Books, daughter, books. The wisdom of the ages. There is one tome you should study, called The Secrets of the Drykin, by Minstrom Elniak. It is old but informative, and it captures the imagination. Where can I find this book? Again, you will find these texts at the Sentinel Enclave. Speak with Minstrom Yerin. I need help getting back home. Unfortunately, I'm in no better state today to help you shift than I was the day before yesterday. You are the one with the talent, and so you must learn to use that talent. Блин, какая-то бразильская система начинается. То есть, типа, блин, ну вот ты сама давай как-нибудь. Давай сама, давай сама. Давай сама, да. Thank you, Tobias. Good to know I could help you, April. Hey, you. What's going on? Why didn't you deliver any maps yesterday? I wasn't around, sorry. Well, there are more maps to be delivered, and my customers are getting very impatient. Did you deliver the map to the rolling man? Yes, sir. All right, let me see his signature, and I'll give you your next delivery. Here's your next delivery, a map of the Northlands to a Tun Layak staying at the Journeyman Inn. And be quick about it. She's been waiting since the day before yesterday. Я же забыл, что у меня тут работа есть целая. Капс. Чашки. How about a game of cups today? How do I play? You put your coin down on the table. I put a cup on top of it and shuffled it around with the other 2 cups. And all you have to do is guess which one hides your coin. And remember, no magic used and none allowed. This amulet right here will light up if you use magic. Then you'll be banned. For life! Okay, let's go. Just place your bet, investment, on the table and the game will begin.
Давай сыграем, у меня, по-моему, были монеты. Here's my coin. Now, how do I play? I place one cup on top of your coin, like so. Then, I shuffle them, like so. Now, you guess which cup hides your coin. If you get it right, you win another coin. 3 in a row, and you win a prize. Нифига, а я что-то не видел, как он их крутил-то. Да, мне еще птицу надо выиграть. It's gotta be this one. Looks like you've got the wrong cup. It happens. A 1 in 3 chance, you know. But with coin in your pocket, you can always try again. Нет, там как-то... Ну, это и просрал. Спасибо. Ну да, он дурачок я. Было, не надо было с ним играть. Excuse me? Yes? Oh, it is you. I'm looking for a guest of yours, Tun Layak. The sailor? She is looking for work today, I'm afraid. With most of the ships moored to the docks for balance knows how long, it is difficult for sailors to find work. Thank you, ma'am. You're welcome, child. Да, давайте, а то что-то я проиграл монету. Я не знаю, может это, конечно, никак не влияет, но... Да. Доставка. Доставка у меня работа. Работа. Excuse me? Yes? Oh, it is you. Да, там 3 раза надо выиграть. I'm looking for a guest of yours, Tun Layak. The sailor? She is looking for work today, I'm afraid. With most of the ships moored to the docks for balance knows how long, it is difficult for sailors to find work. Do you know when Tun Layak is expected back? I could not tell you, child, but from what I know of the ships in harbor, she will not find one that needs a navigator anytime soon. Thank you, ma'am. You're welcome, child. Птица больше, чем кажется на первый взгляд. Hello. Bye. Вот пообщались. Hello again, old man. It be you. See you later. If I not be dead, I...
It's a lighthouse. А тут чё? Нахрена я сюда пришел? That's one mother of a plant. I wonder if it's a carnivore. Enter, honored guest, and I would have been with you presently. It's a nicely crafted bench. Чувак. Be welcomed, stranger, to my abode. Stranger? Don't you remember me? You invited me here. Every moment we meet, and every moment we part. You are both stranger and friend, April Ryan. I'm sorry, but could you try to be a little less obtuse this time? I have a hard time understanding half of what you said. I will beg for your forgiveness, April Ryan. I had a hard time to make myself understood amongst other peoples. I will pull myself into this moment, difficult as it may be, so that we can communicate and so that you may understand. It is important that you understand, April Ryan. Very important. Какой-то йода, блин, какой-то. Who are you? I am Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria. My people live far from here, and they do rarely visit your kind, and so I am their sole link to humans and Dolmari. Why is that? I alone among the Venar am able to focus on a particular moment and thread in time, and so to speak with those who flow with time, like you. How do your people perceive time? It is hard to explain. Any moment before this moment and any moment after is the same to me as this one. I have lived already, and I am yet to live. Do you understand me? I think so, but how's that possible? Everything is possible, April Ryan. There is magic, and there is science, and between the two, everything is possible. Can you see the future? To me, every moment is the same. There is no future. I can relate moments you have yet to see, and I can unravel possible threads. But remember, the future I see may not be the one into which you walk.
Moments and threads fluctuate, change. I can remember things that have never come to pass, and I have seen things that will never be. So you can't tell the future. I would see your possible futures, the likely threads among hundreds. If there was not a veil in time, I would. What's this veil you keep talking about? Somewhere ahead, in our path, there is a dark veil through which I cannot pass, past which I cannot see. It is disconcerting to me to be blocked from the moments of my life. How did this veil come to be? It was, no, will be created in chaos, by chaos, to keep the future hidden. All threads converge on a single point here, beyond the veil, and this will happen only once. It is written. Written? Where? In the prophecies. Важный вопрос, Ильем. Если бы нужно было выбрать Старк или Аркадию, что выбрать? Старк. Tell me about the prophecies. Words have been written by seers who can discern from all possible threads the threads that are certain to be woven. These words are the prophecies. And what do the prophecies say? Prophecies speak of a time when the balance will falter, weakened by the assault of chaos and its servants. The moment the veil falls is the moment of uncertainty. The balance may stand, the balance may fall. I cannot tell which it will be, and I cannot even see the possibilities, the threads extending from each fork. But the prophecies also speak of a savior, as the prophecies usually do, one who will bring order to chaos, only to release chaos on the innocent, one who will restore the balance, only to finally break it. That doesn't sound like a savior. The word in my tongue is Kanang La. Literally translated, it means the small seed who grew to a tall tree. Что-то я ни хера не понял. Can I ask you a few questions? Yes. Do you know Father Tobias? Tobias is a faithful servant of the balance, and he is a good man. He leads the sentinel down a narrow path, but he never wavers. We are friends. So, I can trust him? Trust is a concept which often puzzles me. Amongst my people there is never distrust. We always know the truth. But amongst your people, amongst those who flow with time, trust is important, a fragile thing. But yes, I do think Tobias is to be trusted fully. I cannot see beyond the veil, but up to that point there is no thread in which he betrays your trust, April Ryan. Could you tell me a little bit about yourself, Abnaxis? Me? About myself? We, the Venar, are not good at speaking of ourselves. We always know who we are, and so we have no need to tell each other. Well, are you married? Do you have kids? Or perhaps your people don't marry? Yes, we do marry, and we always know who we are to be with, because our future is also our past, and so we also know our children, even though, according to your reckoning, they have yet to be born. My wife will be, the beautiful Abyanda. She lives by the Bay of Fire in the east.
She gave birth to our 3 female children, Abratha, Abalexa, Abpalmana. How long has it been since you last saw them? I see them now, April Ryan. Do not forget I perceive time in a different manner from your kind. I have given them your regards. Well, say hi to them for me. Have you heard of a man named Cortez? No, I have not. But that does not mean I do not know him. Names are often fleeting, April Ryan. He's well, some have called him my mentor, others a nutcase. I'm not sure which it is, but I'm leaning towards the former. Your mentor? He is a shifter as well? Перемещенец. No, I don't think so. He doesn't travel. Shift between Stark and Arcadia. I do not see him in my life, April Ryan. I do not know him. Beyond the veil, perhaps, but not before. Why did you come here to Marcuria? I was chosen to be ambassador to Ireed when I showed a talent for seeing the flow of time from one point to the next. I was trained for a long time in locking myself into a single moment to communicate and understand your world. My people do not normally involve themselves with others, but the veil has forced us to do so. Why don't the Venar want to involve themselves with humans? In the wrong hands, our knowledge is dangerous. To know of the possible fluctuating futures, this can be a weapon to some who flow with time. We cannot interfere with your time. We are not allowed. Who says? The balance, the guardian. The guardian watches not only the balance between worlds, but also the balance within. Time is in balance. Нельзя. And if this balance is upset, the guardian would know. I thought the Guardian was gone. So he is, and that makes it even more crucial to my people that we preserve the balance and not upset it. Chaos is our enemy, April Ryan, and we do our part to keep it at bay, as do you. Слушайте, ну вот это, кстати, момент хороший. Вот прям смотришь на таких персонажей высоконравственных, которые вот, типа, ну, должен быть чувак, который должен выполнять определенную работу. Да, то есть работа должна быть выполнена. Но его нету. Она выполняется, потому что кто-то должен. И без нее никак. Это важная работа. Are you planning on ever going back to your people? When we pass through the veil to the other side and time yet again opens up, I will return to my people. I look forward to that day. I miss my people, and it is hard to speak with your kind. It makes me tired. I know what you mean. I'm a stranger here too. You will bring us through the veil, April Ryan, and then we can both leave this place and go home. Where is your home, Abnaxis? Across the border mountains and north, to where the forests are evergreen, and where in winter the land turns white. Thanks, Abnaxis. You are always welcome, April Ryan. I need some help in my quest. Yes, you did. I did? And what did you answer? That I will help you as much as I can, but in the end... I'm on my own. I've heard that one before. What do you know about dragons? I do not know much about the kin, but I do know a little. Perhaps it will help you, perhaps not. The Draic kin came to this world a very, very long time ago,
before the dawn of man, before the divide, the Venar had yet to learn to be outside time, and there were few other peoples on Earth. The kin played an important part in the divide, in separating magic from science, and in the founding of the Fathers, the Sentinel, to watch over the balance. It is said that after the divide of the 4 Dryad kin that came to Earth, 2 went to Stark, and 2 to Arcadia. But that was a long time ago, 12,000 of your years. I do not know what has become of them since. You don't know where I may find these Dryadkin? No, the white of the Dryadkin, the mother, has, according to legend, been sighted. The tale of the silver spear of Gorimon speaks of the mother Мать мы and her видели, child. похоже, уже. Though I think this is but a tale, and far from the truth. The story is called The Silver Spear of Gorimon? Yes, unfortunately I do not have this book myself, and I do not know of anyone who does. What about the other dragon, the other Dryadkin? Of the Dryadkin, I only know of the mother, the white of the kin, although I have heard tell of a god who fell from the sky into the ocean a great long time ago. But this may also be just a tale. What else do you know about this god who fell from the sky? Only what I have told you. Someone with greater knowledge of the ocean and the creatures that live beneath its surface may be able to tell you more. Опять слушать этого старого морячка. Have you heard of a disc that works as a key to the Guardian's realm? Yes, but very little. It has been spoken of in the I-Read Council only recently, brought to attention by the Tyrant Ambassador. He wished to know where it is kept. And what was the answer? No one at the council knows or admitted to knowing, and the ambassador was asked to speak with the Sentinel, which he is unlikely to concede to. The Tyrant are allied with the Vanguard, and so are in political and ideological opposition with the Sentinel. I know Vestrum Tobias. He would not speak a word with the Tyrant, nor the Vanguard. Not unless it was to challenge their philosophies. So you don't know where I can find the disc? No. Ask Vestrum Tobias. Do you know anything about a rift leading to the Guardian's realm? I have heard speak of such a thing. I believe it was where the tower was built and the divide created. When the earth was one, it might still be open. Any idea where it is? I am afraid the Venar were never very involved in the affairs of the Sentinel, nor took any part in the divide except to agree to the necessity of it. We had little choice but to concede. We are a magical people. We need the balance, because we could not survive without magic. How would I go about fighting chaos? You cannot fight chaos. It is not so simple. To oppose chaos, one must return order to that which has been affected by chaos, and thus reduce its powers. But this is not something everyone can do. Only those ordained by the balance can embark on such a dangerous task and survive. That's about it for now.
I am glad I could be of assistance, April Ryan. Thanks for your hospitality, Obnoxus. Goodbye. Blessings of the balance to you, April Ryan, and may your journey have been a long and fruitful one. Ну, он, да, такой монотоненький, конечно. Так. Так, ну, тут я был, тут я был, тут я был, тут я был. It's a circular hollow about 20 centimeters across and about 5 centimeters deep. The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. Goodness me, I didn't hear you come in. By the way, you haven't seen Volume 6 of the complete annotated history of the Northlands, have you? I could have sworn it was here yesterday. Sorry, no. I guess someone else must have taken it. I try to tell them to write down what they borrow on the list, but they never listen. Only last week I spent 3 hours searching the entire enclave for the second scripture of the balance, the scripture of song, before I realized that Vestrum Tobias was studying it back in the city. Now, such incidents could be avoided if only, and this applies to you too, young lady, people would sign out the books they borrow when they borrow them, and sign them back in when they're done. Such a simple procedure. It shouldn't take more than a few seconds to jot down your name and the name of the book you borrow. It makes my job so much easier. Now, which book did you want me to find for you? Are you Minstrom Yaren? Yes, of course. What a silly question. How would I know? I don't know you. I am Minstrom Yaren, keeper of the great library of Marcuria. In fact, this is the greatest library of all the Northlands. Perhaps of the entire world, although they say the Dark People have a library as big, if not bigger, than this one. But of course, we're not allowed anywhere near there. Have you been there? I don't think... What a silly question. Of course you haven't. You're not of the Dark People, are you? You don't look like any Dark People I've ever seen, so I can't see how you could possibly... Now, where did Volume 6 disappear to? Tobias said I should talk with you. Tobias? Vestrum Tobias? I haven't seen him for... Well, he was in last week, but before that it must have been days at least. How is he? Still eating enough for 2 mules? I must tell you of this funny story I heard the other day, of how Vestrum Tobias eats enough for a table full of minstrum. Or was it one Elguan? Although the Elguan don't, as a rule, eat very much at all. Did you know that the Elguan can smell water more than half a day's journey away? Amazing, amazing creatures, perfectly suited for life in the desert. The balance provides, that's for certain. The balance provides. Vestrum Tobias recommended that I look at some books.
Books is what we do best here at the Enclave. That is for certain. Which book would you like to see? I'm looking for some information, but I'm not sure which book to ask for. No matter. I know a great deal about most of the books in here. What topic intrigues you? I need to find out which four magical people of Arcadia were given a piece of the stone disc that serves as the key to the Guardian's realm. The stone disc of the balance, yes? Yes. There could possibly be something on that in... let me check. Just one moment. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Глава 16 8 Писание разрушений. Касательно диска навеки событий, которые произошли, когда разбился диск. Писание рассказывает нам, что диск хранился в анклаве многие тысячи лет, хорошо охраняемый от любой угрозы уважением, которое любая женщина и любой мужчина чувствовали у власти отцов. Но с недоверием прошло непослушание, с непослушанием безнравственность, а безнравственность породила воровство. Солдаты Гаррена с помощью предательств часовых попытались украсть диск, но им помешало белое, хотя по требованию отцов ей запрещено это делать. Диск безопасно вернули в анклав, но в мозгу Менструма и Венструма осталась угроза, поэтому... Минструма, прошу прощения. Поэтому так и случилось, что диск был разрушен в центре пасти дракона, превратился в элементы 4 магических людей и был отдан этим уважаемым людям, чтобы они хранили его, пока не придет время, когда диск снова станет одним целым. Один камень знатным душам, которые поют в темноте и заменяют... Один камень знатным душам, которые поют в темноте и меняют землю. Их игрушки. Один камень символизирует дерево, 2 другие ветер и море. Когда приходит время собрать этот диск целиком, это может сделать только один человек. Один камень знатным душам, которые воют... еще раз. Один камень знатным душам, которым поют в темноте и меняют землю их игрушки. Меняет землю их игрушки. Один камень символизирует дерево, 2 другие ветер и море. Когда приходит время собрать этот диск целиком, это может сделать только один человек. Are you done? Let me take that back for you. Да, я прочитал, спасибо. Даже выписал, наверное, что-то. Так, ну давайте еще. Просто я пока здесь. Я боюсь, это, наверное, последняя локация на сегодня, кстати. Oh, goodness, it's you again. Oh, you gave me such a fright. Could I see some more books? Oh, certainly. What a silly question. I'm looking for a story called The Silver Spear of Goriman. Yes, a fanciful tale if I ever saw one, but a charming one. Did you know that I'm often paid visit by adventurers wishing to read everything available on the spear so that they too could set out on their foolish quests? Yeah, don't you just hate those adventurers? Well, they pay for my bread, milk, and butter with their contributions to the coffers, so I shouldn't be too critical of them. But they care not about the books. They care only about what the books can give them. I care. About the books, really? I can tell.
So, the silver spear of Gorimon, then? Да, давай, почитаем. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Серебряное копье Горимона. В дни славы Бакшевы, еще до засухи, когда Горимон был величайшим городом в известном мире, Пареч из Бакшевы решил выковать самое мощное оружие в мире, чтобы сразиться с могущественным белым драконом. В Парече росла жадность и скука, его сокровищницы были наполнены богатством мира, и он не желал ничего, кроме одной вещи, которой у него никогда не могло быть – нерожденной дочери белого дракона. Самое порядочное, самое чистое и самое красивое создание во вселенной. Он просил у белого дракона руки ее дочери, но она отказала, выбранив его за дерзость и предупредив, чтобы он держался на своем пути. Горимон должен был убить Дрейка Кина. Пареч приказал своей армии двигаться на север через океан, чтобы захватить серебряный корабль. Когда его люди вернулись в Пареч, приказал нанести удар по Бакшевскому замку, где Аос совершенствовал свое оружие. 10 дней и ночей продолжалась битва. Все вокруг было залито кровью, затем поднялся густой туман, и Пареч направил свое оружие против белого дракона, дабы спасти свою дочь от его лап. Дракон отказал ему снова и полетел навстречу с Паречем и его армией, заполнившей весь Горимон. О магии белого камня никто ничего не знал, и Пареч заманил дракона в ловушку. «Я убью тебя», — сказал Пареч. «Ты не можешь причинить мне вреда». Но магия Сарсера достала белого дракона. Она закричала от боли и отчаяния, и затем, взлетев высоко в небо и расправив свои величественные крылья насквозь промокшие от крови, направилась в Бакшию. Пареч приказал своей армии двигаться вслед за ней, но они нашли только ее яйцо, когда гордая империя Бакшева превратилась в пустыню. Затем пошел ужасный шторм, который бушевал на земле 100 дней и ночей, и когда осела пыль, то от Бакшевы не осталось ничего, кроме 2 прибрежных городов и нескольких разбросанных оазисов. Говорят, что в засыпанных руинах потерянной столицы, зажатая в руках Пареча, который осмелился выступить против бессмертных, отдыхает серебряное копье Горимона. Понятно. Are you done? Let me take that back for you. Давай еще книгу. Goodness, it's you again. Oh, you gave me such a fright. Could I see some more books? Oh, certainly. What a silly question. A book on the history of Mercuria would be interesting. Ah, an extensive subject, to be sure. I will do my best. Загонял дед. Да! Ну а чё он? Его работа все-таки. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Путешествие в Северную Землю. Джимена, первооткрыватель. Часть 1. Многие годы, будучи странствующим поэтом и бардом, я путешествовал вдоль и поперек прекрасного королевства Аркадии, и я увидел достопримечательности, которые многим людям и не снились. Я стоял на потрясающих и ужасных южных мысах в середине зимы, когда штормы находятся на пике свирепости, в то время как волны по высоте с башни
Алтабана обдавали мое окоченевшее тело. Я был свидетелем того, как ужасные звери таились на юге, наверное, заглатывая отважные военные суда целиком, видел создания размером с горы, которые щелчком хвоста могли коснуться глубин моря, а собою звезд. Я пересек Великий океан с севера на запад и с юга на восток и по курсу сел на мель на пустынных островах без средств существования, не считая того, что я мог собрать из редкой растительности на несколько месяцев. Я ехал верхом на великане Элгване через Ангагриэл, опустошенные земли от Алтабана до Монтербы и дальше на юг, где Терах, оазис являются немногочисленными, отдаленными, и я видел двигающиеся дюны над поверхностью развалин Гримона, драгоценный камень империи Бакшеван, скрываемый крутым и предательским песком на протяжении веков. Я путешествовал по далекому западу, поборов силу воли и судьбу близ кораблей-призраков, шел к странным и неизвестным скалам мира, невидимым большинством, к миру незнакомого языка и привычек, к миру великого чуда и мистицизма. Я видел все это и даже больше, но самые невероятные вещи я видел в северных землях, от Эрида до приграничных гор, от Триена до Огненной бухты. Ни один вид не может даже сравниться с рассветом на горе Тирене, если выглядывать из равнины недры, где дикие жеребцы тысячами бегали на свободе. И посмотрите на город Коресцент, огненную жемчужину, в то время как палящее солнце устанавливается вдали в океане, и медленные волны отражают темный, желтый и красный цвет, так как они медленно плещутся над песчаными берегами. Этот опыт воистину бесценен и не забываем никогда. Эти земли благословлены Создателем, оформленные людьми, однако дикие, свободные, плодородные – это дом к величайшим городам, это самые бесценные пейзажи и самые образованные и цивилизованные люди в Аркадии. Вот, Илья научился читать, да. Из-за костров, где отдыхали мои утомленные ноги, из-за таверн, где я изучал легенды местных рассказчиков и запоминал песни бардов, я наблюдал город. Я повернул вспять время. Присоединяйся ко мне, мы отправимся в северные земли. Меркурия. О, Меркурий, алмаз неграненный, ты самый прекрасный из всех столиц. Совет долго искал знаний, сохранял найденные и собранные в веках. Человека мудрее эпох принесло сюда. Среди людей, дипломатов, мудрецов, магов и так далее. Это знак Мерита, написанное Урихом, поэт. Ирит. Сильная и гордая страна, расположенная между равнинами Недры к западу, землей Гриен к северу, Великим морем к югу и лесами северных земель к востоку. Населенная людьми Далмари, триенами, людьми-кротами и Венерами. Венера самая главная, видимо. Ирид, где был основан Меркурий, всплыв в качестве главного центра дипломатии и торговли, стал знаменем, под которым окружающие земли объединились в одну. Ирид — это демократия, но неведомая главой Совета Иридского флага, лордом Игваном Диланом. Верховный Совет, составленный из министров, которые управляют представительствами, расположился в Меркурианском зале заседаний, который примыкает к дворцу и казармам. Иридцы традиционалисты, и их форма управления за последние тысячелетия поменялась лишь слегка. В Хай-Тонге Ирид заседания. Меркурий — один из самых больших городов Аркадии, столица Ирида, и это центр торговли, дипломатии и культурного разнообразия. Населенная множеством рас от людей до Венер, Меркурий выросла от места рождения человечества по происхождению до города всех аркадианцев, а также до центра внимания всего цивилизованного мира. Это не Ильем спит. Серьезно? Я сплю? Основанная 20 тысяч лет назад на берегу непобедимого океана, это первое известное постоянное поселение всплывшей человеческой расы. Блин, почему так странно-то предложение-то построено? Это же вообще читать тяжело. Первоначально представленная самой себе более развитыми расами, Меркурия росла вширь и ввысь и богатела. Вместе с приобретенной уверенностью она прошла через период экспансии, который приобрел ей репутацию безжалостного агрессора, который вскоре приковало усиленное внимание со стороны Гриена на западе и Далмари на севере. После многих лет войны
Маркурий была раздроблена и впоследствии перестроена существенными укреплениями, чтобы выдержать атаки как с моря, так и с суши. Наступил мир, наверное, после чего Маркурий укрепилась в той роли, которую она играет в современной Аркадии. Хотя все близлежащие площади следуют ее юрисдикции, существует ощутимое самоуправление и маленькие центральные налоги, чтобы умиротворить всех, но большинство не жалуются. Гигантские площади сельскохозяйственных земель вокруг города получают прибыль от ухоженных дорог, рынков и экспорта в другие земли. Близлежащие деревни извлекают выгоду из военных мощностей Маркурия, защищающих их от варваров, скитальцев и армии Триена. И Маркурий также представляет народу северных земель один из самых лучших путешествий к самым отдаленным точкам по всем. Почитали, короче, понятно. Понятно, но не очень. Дед, есть еще эти книжки? Давай. Я еще не все почитал. Oh, goodness, it's you again. Oh, you gave me such a fright. Could I see some more books? Oh, certainly. What a silly question. I'm looking for some information, but I'm not sure which book to ask for. No matter. I know a great deal about most of the books in here. What topic intrigues you? I'd like to learn more about dragons, about the Dragonkin. Oh, yes, yes. We have some wonderful books on that topic. Stay here. Так, давайте последнюю книжку на сегодня. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Секреты братьев Драйк. Минструм Элиак. Предисловие. Братья Драйк известны под разными именами в разных местах миров-близнецов. В Алтонге, в Ираде бессмертных духов братьев называют просто Драк, зависимо от их формы. В Старке большинство культур называют братьев драконами. Дрейк, дракон. Хотя обычно это название относится только к форме крылатой ящерицы, а не к духу, который существует в этой форме. Фактически в Аркадии братьев уважают и почитают как бессмертный дух, от которого сильно зависит равновесие и вообще все. А в Старке братья — это в основном мифологические создания, и в них не верят. Тем не менее, в некоторых легендах и писаниях Старка, особенно в христианской Библии, имя дракона ассоциируется с силами зла, поэтому похоже, что религия сохранила скрытый текст в искаженной форме. Кто или что такое братья Драйк? Почему бы не спросить, кто такой Создатель или что такое все? На такие вопросы никогда не будут найдены ответы, так как на них нет ответов. Просто же собрать все знания о Создателе в один ответ глупо, так же, как и попытаться отделить все от... Так же глупо, так же, как и попытаться определить все, не описав каждый его элемент, который делает его всем. Также и с братьями Драйк. Мы не можем ответить, кто такие братья или что такое. Простейший... Так, там текст, короче, убежал, поэтому я не могу пройти. Простейший вопрос о том, что мы видим, слышим, чувствуем, и то, что сами по себе сказали бы братья. Все эти ответы вместе могут дать нам, если не намек на всю правду, то, по крайней мере, какое-то представление о том, кто такое или что такое братья Драйк. Порождение пустоты между звездами гласит 11-е писание равновесия. Писание времени, сформированное вместе со всем, часть всего, хотя вне всего.
Дрейк Син и древний вариант названия братьев Дрейк на высоком языке. Блин, вы знаете, такое ощущение, что я читаю, короче, Коран, блин. Почему так много изменений толкований братьев Дрейк от культуры к культуре? Братьев всегда покрывала тайна, и из тайны появились легенды и мифы. Похоже, братьев устраивает то, что в их существование не верят, а считают все небылицами и вымыслами плодовитого воображения. Понятно. Are you done? Let me take that back for you. Понедельник. Не знаю, какие тут дни в Аркаде, но дома сейчас 31 июля. И, кстати, какой у них тут год? Ну да ладно, я же не за этим сюда пишу. Тобиас сказал мне про библиотеку, где я могу найти какую-то информацию. Библиотека находится в часовом анклаве, прямо за городом. Там мне надо спросить Минстурма Эйрина. Это хранитель книг или как его там? Ну, короче, по-нашему просто библиотека. Когда я спросила Абнакуса о Дракине, он почти ничего не смог мне рассказать. Единственное, что он слышал, это история о каком-то боге, который упал с небес в море. Кем бы ни был этот бог, он вполне может иметь какое-то отношение к драконам. Нужно спросить у кого-нибудь, кто знает много морских легенд и суеверий. Ну это да, это к деду надо идти. Вот. Ну что, наверное, тогда у нас все. Вот. На сегодня. Потому что я, честно говоря, начинаю вырубаться. Глаза закрываются. Вот. А нам еще, что называется, город жечь. Вот. Такие пироги. Так. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, вы интересно провели время, хотя бы пару часов. Вот, поговорили сегодня о еде, о ковиде. Разговор не очень, но он был нужен. Вот, возможно, кто-то из вас все-таки следил за игрой. Вот, всем огромного здоровья желаю. Выздоравливайте, пожалуйста, не болейте, берегите себя. Вот, это важно. Вот, нам еще дела делать, да и вообще болеть это не очень. Вот, пейте витамины, проветривайте помещение, пейте воду, говорят, тоже помогает, минералку. Такие дела. В общем, ладно, берегите себя, увидимся, я не знаю, в субботу точно, а может быть и раньше в каком-нибудь видео. Вот. Так что все. Всем спокойной ночи.